Всем привет! Сегодня хочу рассказать про обратную засыпку фундамента под полы по грунту. Правильное выполнение этого этапа обеспечивает отсутствие проблем при эксплуатации полов, сделанных по этой технологии. Чем делать обратную засыпку, я рассказал в одном из прошлых видео. Ссылка на него появится сейчас в верхнем правом углу. Ну и в описании оставлю ссылку. Осталось выяснить, как ее делать, эту обратную засыпку. Вообще, обратная засыпка представляет собой довольно-таки простой процесс. Мы засыпаем внутрь фундамента грунт, потом поверх грунта мы делаем пол и получаем пол по грунту. И тут становится понятно, что если засыпка будет некачественной, то пол поверх нее может получиться не очень, и придется все переделывать. Самое главное, это подготовить основание так, чтобы оно было ровным и плотным, чтобы нагрузки от пола передавались на грунт равномерно. Согласитесь, что нет ничего хорошего в том, что ваш пол треснет или просядет, особенно если это теплый пол. Поэтому обратную засыпку будем делать по проверенной годами технологии. Во-первых, будем использовать песок для обратной засыпки. Во-вторых, будем делать послойную трамбовку песка. В-третьих, будем проливать каждый слой водой. Так и трамбуется лучше, и само уплотнение песка имеет место быть. А нам только того и надо. Вообще, для пущей надежности лучше оставить засыпанный песок на полгода-год полежать под дождиками. Так он просядет где возможно, и потом уже проседать не будет. Я именно так и решил сделать, попозже расскажу почему. Хотя можно и сразу засыпать поверх песка щебень, протрамбовать, а потом залить поверх всего тощий бетон. Я хотел так сделать, но давайте по порядку. Я не мог не попробовать засыпать песок в фундамент самостоятельно. Я взял лопату, тачку и начал возить. Эти потраченные 2-3 часа позволили мне окончательно определиться с планом дальнейших действий. Я понял, что так я могу возить песок и неделю, и 2, и 3. Колоссальная потеря времени, и экономией тут даже и не пахнет. Поэтому я вспомнил положительный опыт использования спецтехники и решил повторить его. В итоге был вызван экскаватор-погрузчик. В назначенный день в обед приехать он не смог и приехал только вечером. Я уже был отчаялся его вообще дождаться, но кое-как все срослось, и вот я на участке, он приехал и работа началась. Итак, предварительно я достал из машины виброплиту и затащил ее на фундамент, чтобы потом время не терять. Одному очень трудно таскать плиту. Свой пояс ортопедический я забыл дома, придется сегодня без него. Чтобы не повредить гидроизоляцию, стелю доски. Очень тяжело было по 2 доскам поднять его на фундамент одному. Сейчас хочу вот сюда спустить и протрамбовать.
Под засыпку у меня 3 контура. Четвертый я оставлю незасыпанным. Там у меня будет техническое помещение. Итак, экскаватор-погрузчик быстро насыпал песок в первый контур фундамента. Я на глазок определил, что для одного слоя хватит, и дал отмашку сыпать во второй контур. Сам же схватил лопату и принялся с максимальной скоростью раскидывать песок из кучи, пытаясь сделать более-менее ровный слой, чтобы потом протрамбовать его. Махая лопатой, я получил озарение, что помощь была бы очень кстати, но ее не было, а позвать кого-нибудь, чтобы успели приехать, не получалось. Дорогие подписчики, обязательно возьмите кого-нибудь помочь вам. Кидать песок и следить за экскаватором очень неудобно. Помощник может с этим помочь. Во втором контуре я немного не уследил, и песка насыпано было больше, чем надо. Так, я заканчиваю равнять песок в первом контуре, начинаю его проливать из шланга водой, а потом трамбую его виброплитой. В это время песок насыпается и в третий контур. Я перехожу работать во второй контур, начинаю раскидывать песок, а погрузчик начинает возить песок опять в первый контур. Никогда я еще не работал так быстро и так долго лопатой. Ну прям день лопаты у меня получился. И вот тут я сделал ошибку. Не делайте как я. Я был не готов к такому. Я сказал водителю экскаватора-погрузчика, чтобы он подождал и отдохнул, пока я песок раскидываю. И он ждал. А я работал. Как я уже говорил, во второй контур насыпали песка чуть больше, чем надо. Поэтому я раскидал песок вокруг кучи слоем сантиметров 15-20. Протрамбовал в этом месте. Потом дораскидал остатки песка и протрамбовал уже весь контур фундамента. В месте, где была куча песка, я не стал разбрасывать, а потом трамбовать за 2 раза песок. Я так подумал, что при падении из ковша погрузчика песок от удара неплохо так должен был уплотниться. Я забыл, что я заказал не просто погрузчик, а экскаватор-погрузчик. Мне надо было сказать водителю, чтобы он ковшом экскаватора разровнял кучи песка. Это намного быстрее и эффективнее, чем лопатой. Потом он так и сделал уже в конце, но много времени было потеряно впустую. Итак, слой во втором контуре я закончил, перешел в третий контур. Погрузчик же принялся засыпать песок во второй контур. Примерно в это время и вспомнили про ковш экскаватора. К слову сказать, пока я махал лопатой, водитель экскаватора, чтобы не сидеть без дела, немного подровнял мне кучи грунта вокруг фундамента. Мне потом лопатой меньше махать. Вот так пролетели 3 часа. Можно было бы еще на часок оставить экскаватор-погрузчик, но уже начало смеркаться, и я понял, что пора закругляться. Остальное я решил это делать руками. Тем более, что песок, оставшийся с прошлого года, весь пророс сорняками, и при загрузке фундамента экскаватором все эти корни очутятся там точно. Следующие несколько дней я посвятил доработке обратной засыпки.
Я сделал простое приспособление из двух досок и с помощью него разровнял песок в первом и втором контурах. Получился уровень минус 18-20 см от верха фундамента. Потом хорошо пролил его водой шланг и протрамбовал. Напомню, что перед трамбовкой желательно пролить песок водой, так как это намного повышает эффективность трамбования. В третий контур пришлось возить песок с помощью тележки. Это был очень утомительный этап, так как приходилось выбирать корни из песка. Наличие корней, травы, дерева в обратной засыпке может привести к тому, что органика разложится и песок вместе с полом просядет. Я хотел сразу поверх песка насыпать слой щебня толщиной 10 см, да уплотнить песок через трамбовку щебня и потом залить тощим бетоном до уровня верха фундамента. Это бы сильно облегчило мне жизнь в будущем, но во время засыпки экскаватором-погрузчиком я заметил, что в обратную засыпку попадали корни и трава. По мере возможности я старался их убирать, но уверенности в том, что я убрал все лишнее, у меня не было. Поэтому я решил оставить песок до осени, не засыпая сверху щебнем. Под дождями он самоуплотнится, вся органика за лето разложится и просядет, где только можно просесть. А осенью придется возить щебень тележкой, а бетон замешивать своими руками, так как с миксера уже внутрь подать бетон не получится. Если было полезно и интересно, ставим лайк, пишем комментарий. Если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь, так как впереди еще очень много интересного, ведь стройка только началась.